Добро пожаловать на канал New Age. Представляем вашему вниманию лучшие фильмы-комедии, которые вы не смотрели и пропустили, или которые вам стоит пересмотреть еще раз. Если вы киноман-любитель улетных фильмов-комедий с легким и непринужденным юмором, комедий с элементами вестерна или боевика, от которых получаешь огромный заряд бодрости и позитива, где можно просто отдохнуть и поднять себе настроение, тогда вам обязательно нужно посмотреть этот выпуск. Приятного вам просмотра! «Мэверик» – это один из суперхитов известного режиссера Ричарда Доннера. Герой этого классного комедийного вестерна – обаятельный и талантливый авантюрист, шулер, который, к тому же, умный, хитрый и изворотливый. Он стремится попасть на покерный турнир, который устраивает на борту парохода. Но для этого нужен вступительный взнос – несколько тысяч долларов. Только не это. Другая главная героиня фильма – сексуальная и хитрая воровка, которую потрясающе сыграла красивая и элегантная суперзвезда Джоди Фостер. Что бы она ни делала по фильму, все в итоге получается выгодным для нее самой. Купер, Зейн Купер. И, наконец, Джеймс Гарнер, который доставляет Мэверику массу проблем своим появлением. Поначалу он вызывает недоверие, но вдруг все меняется очень неожиданным образом. А еще там уродина Ани Брэнсфорд. Она родилась задницей вперед, но никто этого не заметил. В фильме есть все атрибуты вестерна. Крутые ковбои, салуны, стрельба, обозы, индейцы и даже русский князь. Кретин. В общем, почти типичный Дикий Запад. Но все не так просто. Даже индейцы здесь этакие бизнесмены. Племя сидит без денег и вынуждено носить свои традиционные костюмы с перьями и бить в боевые барабаны, потому что им за это платят. Толстосумы хотят видеть настоящих индейцев. Он хорошо платит. Мы колотим барабаны и носимся с гиканьем, как идиоты. Он хочет, чтобы мы говорили, как в книгах. Хау, бледнолицый. Поэтому это не вестерн в полном смысле, а скорее комедия с элементами вестерна. Этакий попурри, что делает фильм уникальным, очень комичным и даже ироничным по отношению к любимым американцами героям Дикого Запада. И если вы пропустили этот улетный фильм и хотите себе поднять настроение после трудового дня, то я очень рекомендую эту комедию абсолютно всем, независимо от возраста и предпочтений. Мэверик. «Мальчишник». Перед нами одна из лучших молодежных комедий прошлых лет, которые еще называют холостяцкой пирушкой. Сюжет фильма довольно незамысловатый. Последний день перед свадьбой Рика и Дебби. Я женюсь. Ты выходишь замуж за Рика? Но все не так просто. Дебби сама из богатой семьи, а ее папаше не нравится Рик, который работает обычным водителем обычного школьного автобуса. Рик, по-моему, ты дурак. Набитый дурак. Все бы ничего, если бы ты не женился на моей дочери. Думаю, что Том Хэнкс, который исполняет главную роль, в представлении не нуждается. По старой традиции его друзья устраивают для него холостяцкую пирушку, заказав номер в отеле и девчонок, а также море выпивки. Друзья закатывают веселую вечеринку. Но все оборачивается совсем не так, как было задумано. Что она делает? Уже в начале фильма нас ожидает отличный юмор, который постепенно набирает безумный разгон в течение всего фильма, а ближе к финалу и вовсе теряет все тормоза, обливая на зрителя целый град из хороших шуток.
Чего только стоят эпизоды с осликом, вдыхающим дорожки с кокаином в номере. И с ним же сцена в лифте. Или эпизод любви одного из друзей Рика с трансвеститом. Или эта фраза «Я убил осла, а я думал, что это моя жена». Отмечу, что ни одной из комедий, вышедших после «Мальчишника», примерно в этом же жанре, не удалось так чудесно передать весь дух сумасшедшей вечеринки, затеянной компанией молодых друзей. Эта история вполне вылилась в отличную смешную комедию, от которой получаешь огромный заряд бодрости и хорошего настроения. Поэтому всем поклонникам обаяния и таланта Тома Хэнкса, а также фанатам улетных комедий, в которых можно просто оттянуться и похохотать, вполне могу порекомендовать ее для просмотра и поднятия настроения. Мальчишник. Я больше не ворую, Гейтс. Гудзонский ястреб. Прошло 10 лет. После нескольких лет, проведенных в тюрьме, профессиональный вор Эдди Хокинс, которого играет Брюс Уиллис, выходит на свободу. Его мечта – это честная жизнь. Но это лишь мечта. Мафия уже поджидает его для похищения из музея произведения Леонардо да Винчи. Таким образом, Эдди оказывается внутри истории с ограблением музеев. И виной всему тщеславные злодеи, которым нужен так называемый кристалл Леонардо. Это великолепная комедия с чудесными актерами, среди которых особенно заметна Эдди Макдауэлл. В фильме царит атмосфера веселья и легкости, окружившись которой, оказывается, можно спасти мир. И даже от парочки ненормальных злодеев, которые всего лишь хотят править миром. Жду гостиницу и 250 лир суточных. Этот фильм довольно трудно назвать боевиком или чем-нибудь в этом духе. Буквально с первых минут звучит фраза: Да Винчи решил создать машину для превращения обыкновенного свинца в бронзу. А мужик на след, просто мужик на след. Становится понятно, что перед нами комедия. Фильм заряжает энергией и некоторой крутизной, которые заставляют с бесшабашностью и праздником выходить из любых глупых и напряженных ситуаций. Впечатляет работа Уиллиса, который здесь вышел из привычного амплуа супергероя супербоевиков. Если вы не смотрели эту необычную комедию, я с удовольствием рекомендую ее к просмотру всем киноманам и любителям легкого и непринужденного юмора с легким оттенком боевика. Взять Дина Камана в свои Сердцеедки. законные мужья, любить, чтить и слушаться По его, сюжету пока мама со смерть взрослой не разлучит дочерью вас. соблазняют разных богатеев и разводят их на деньги. Как итог, беззаботная жизнь на вырученные от авантюры деньги очередного подавшегося на их чары толстосума. И все обошло своим чередом. Но однажды дочка встречает свою настоящую любовь с отнюдь не толстым кошельком. И с этого момента все меняется. О, мой бог. Спасибо. Он отморожен? Он в порядке. Это увлекательная, затягивающая, реально смешная и одновременно не бессмысленная картина, как многие современные комедии, коих сейчас снимают вагонами. Главные роли в фильме исполняет великолепное голливудское трио Сигурни Уивер, Дженнифер Лав Хьюитт и Рэй Лиотта. Думаю, никто из этой шикарной тройки не нуждается в презентации. А сцену с участием Джина Хэкмана, который играет старого, постоянно курящего миллиардера с красным носом и в красных гольфах, ставшего жертвой обольщения, просто уморительны. А что, если я тебя сейчас отведу на кухню и хорошо там отжарю? Это не стандартная комедия, некий взгляд под другим углом на этот жанр. Если вам близки перипетии отношений, комические ситуации и ненавязчивый юмор, то эта комедия определенно для вас.
Фильм насквозь пропитан смехом, шутками и комическими ситуациями, да и просто позитивом. Хотя в фильме нет супердекораций или суперэффектов, он таит в себе очень много сюрпризов, ситуаций и поворотов сюжета, призванных максимально развеселить зрителя. В финале авантюрных интриг главных героинь вы в конце концов получите ответы на два основных вопроса фильма. Существует ли настоящая любовь? И как ни крути, все мужики сволочи? Не стреляй в него, Дин. Почему это? Он труп, дорогой. Фу. Ах ты пошлый извращенка! Фильм из категории часто пересматриваемых, или скорее вечно пересматриваемые. Он расслабляет, веселит и затягивает из-за необычных ситуаций с героями, и поэтому поднимет вам настроение в любом случае. Поэтому я также рекомендую его к просмотру всем киноманам, любителям юмора. Сердцеедки. Если вам понравился наш обзор, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки этому видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале New Age.